Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Анна Галич, и мы продолжаем заниматься сахарными цветами в английской технике. Сегодня изготовим с вами орхидею фаленопсис. Для этого нам потребуется сахарная мастика белого цвета, очень маленький кусочек, вырубки для орхидеи, текстура силиконовая, проволочка номер 22 и проволочка номер 28, губка для сахарных цветов, доска для сахарных цветов, пластиковая скалочка, кисточка синтетическая номер 8, сухая, тонкогубцы, дрезденский стек, колесико для вырезания мастики, инструмент для истончения краев, ножнички, а также пенопласт или полистирол, либо вот такая губка для того, чтобы вставлять туда наши лепестки. Сначала изготовим колонку. Это такой уникальный, удивительный орган у орхидеи, сращение пестика и тычинок. Возьмем проволочку номер 22 и сделаем из нее крючок. Окунаем кончик проволочки в клей, удаляем излишки клея. Затем катаем маленькую-маленькую горошинку из мастики и одеваем на проволочку. Хорошенечко фиксируем основание. Затем берем дрезденский стек и рисуем букву Y. Один раз нажали, второй и третий. Ставим сушиться. Теперь займемся лепестками. Берем небольшой кусочек мастики, раскатываем из него жгутик и укладываем в бороздку. Эй, кладись. Опа. Прокатываем это все скалочкой. Колесиком разрезаем по центру. Берем 28-ю проволочку. Укладываем посерединке. Затем берем чуть побольше кусочек мастики. Сверху прижимаем. И очень аккуратно, легко прокатываем. Если мастика липнет к скалке, прикрахмальте. Достаточно толсто раскатываем, а затем, не надавливая на центр, то есть центр у нас там, где проволочка должен остаться толстеньким, мы отодвигаемся, в данном случае в правую сторону, и выкатываем мастику очень-очень тонко. Ваш пресс сейчас будет напрягаться, потому что это непросто. Краешек должен быть очень тоненьким. Вот здесь эта доска чем хороша, тут видно точечки, и прям понятно, что вот я сделала то, что нужно, что мастика правильно раскатана, и можно вырезать. Берем вырубку. Лучше всего, чтобы у вас она здесь была либо прозрачная, либо пустая, потому что вы можете видеть центр. То есть вот у меня центр, проволочку я вставляла вот сюда, значит она у меня где-то вот тут. И она должна зайти в лепесток на 2/3, вот до этого момента. Значит, все правильно, по центру установили лепесток. Надавите со всех сторон, то здесь, 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 и немножечко подвигайте где-то миллиметр туда-сюда. Это нужно для того, чтобы бахрома залепилась обратно. Удаляем мастику лишнюю. Если вырубка плохо прорезала, воспользуйтесь инструментом колесика и подрежьте ваш лепесток. Вот так. Все должно быть очень аккуратно. Аккуратно снимаем лепесточек с доски. Если вот здесь вот осталась мастика, это ее удобнее всего удалить ногтями. Бахромки, видите, небольшие образовались, их лучше всего подлепить пальчиком, пока они мягенькие, чтобы не тратить время на подрезание этого всего ножничками. У нас есть изнанка,
Есть лицевая сторона. Лицевой стороной вверх кладем на губку. Затем нам нужно истончить край. Делаем мы это при помощи инструмента шарик. Очень внимательно, строго по краю, не очень сильно давя, проходимся. Либо я люблю это делать дрезденским стеком, его выпуклой стороной. Вот этой лопаточкой. Я вижу бахромки, они у меня никуда не ушли. Мне это не нравится. И я подрезаю их ножничками. Все должно быть очень аккуратно и красиво. Чтобы положить в текстуру, а она у нас, видите, изогнутая, мне необходимо вот тут, где проволочка, подогнуть лепесточек, чтобы он стал округлым. Укладываем его в текстуру. Прикрахмальте либо текстуру, либо сам лепесток, чтобы он не прилип. По центру. И прижимаем. У фаленопсиса очень характерные такие прожилки, и, к сожалению, нет никаких других подручных средств, чтобы их чем-то заменить. Поэтому вот желательно такую текстуру у себя иметь. Сделали лепесточек, сразу же давайте подожмем вот здесь у основания, чтобы он приобрел более естественную форму. И вот тут с краю чуть-чуть защипнем. Лепесточек в таком положении должен сушиться, как будто лодочкой. В чем сушить? В одном из видео я показывала, как это делать при помощи ложек. Но ложки это не очень удобно. Я предпочитаю пользоваться вот такими бумажными полотенцами. О них мне на своем курсе рассказал Алан Дан. Очень рада, что посчастливилась быть его ученицей. Способ этот хорош. Берем бумажное полотенце, режем его по диагонали, затем скручиваем и завязываем. Причем мы можем делать сушки любых размеров, любых форм практически. Они очень бюджетные получаются. И самое главное, воздух беспрепятственно сушит лепесточек и снизу, и сверху. Это очень-очень удобно. Рекомендую вам использовать этот способ. Лепесточек сушится. Смотрите, если он у вас очень мягкий, то возьмите его, распрямите, дайте на губочке полежать, пока следующий сейчас будем раскатывать, потому что при сушке он может сильно деформироваться, если он слишком мягкий. Поэтому пусть полежит, отдохнет, и чуть-чуть, когда подсохнет, мы его уже сюда в колечко уложим. Аналогичным образом нам нужно изготовить вот этот лепесток, который мы назовем голова, две ручки, правая, левая и правая, и ножки, правая и левая. Также у орхидеи есть такой интересный лепесток, он называется губа. У каждого вида орхидей она очень сильно отличается, то есть они совершенно разные. У орхидеи фаленопсис это вот такая форма с усиками, все, наверное, видели. Очень-очень интересно и красиво смотрится. Изготавливаем ее аналогичным способом. Тоненько прокатываем первый слой мастики, прорезаем по центру бороздку, укладываем в нее проволочку номер 28, потому что лепесточек маленький, поэтому, собственно, маленькая тоненькая проволочка. Если бы был тяжелый лепесток, то мы бы использовали с вами 26-ю проволоку. Довольно тонко раскатываем. Если липнет, крахмалим. В сторону, в сторону. Мне сейчас тяжело. Так, есть. Проволочка должна вот сюда зайти. Так, вот в это место. Прикладываем вырубку. Хорошо, что она у нас прозрачная сверху. Со всех сторон надавливаем и немножечко двигаем вправо-влево. Чик-чик-чик. Где не прорезалось, помогаем себе колесиком. Аккуратненько снимаем губу с доски. И переносим на губку. Удаляем остатки мастики с проволоки.
Затем истончаем края. Инструментом шарик делаем вот такие вот луночки. Вот в этих ушках. Кругленькие такие. И губу по центру прорезаем ножничками. Вот здесь. Оп. И сразу же, пока она мягкая, укладываем сушиться в колечко, подходящее нам по размеру. Изгибаем проволочку основания. Губа должна провалиться в наше колесико. Вот таким образом. Примерно через час наши лепестки в колечках подсохли, и можно их собирать. Это время зависит от толщины раскатки, от влажности в воздухе. Поэтому ориентируйтесь по ощущениям. Лепесток должен хорошо держать форму и в то же время не быть таким слишком сухим. В сухую, как я уже говорила, очень трудно красить и собирать, они ломаются. Я люблю вот в таком состоянии, когда их еще можно изогнуть. Берем краситель цвета баклажан, окунаем туда кисточку и очень хорошо растираем. Орхидею необходимо немного оттенить, чтобы она приобрела завершенный вид. Касаемся края лепестка. Слышите, шоркает? Вот так и нужно. И от основания хорошенечко дадим такой тон. Кажется, я слишком много этого сделала, но ничего. То есть орхидея должна остаться белая, но приобрести тени за счет вот этого красителя баклажан. Есть. Укладывайте лепесточки так, как они будут у вас в цветке. Поначалу это очень вам поможет, чтобы не путаться. Хочу сказать, что все инструменты и ингредиенты, которые я использую в своих видео, вы можете приобрести на нашем сайте. Это магазин для кондитеров protort.com. Буду рада вас видеть в числе своих покупателей. Так. И еще один. Вот так. По поводу губы, я тоже люблю ее немножечко окрасить у основания и по краю, просто чтобы выделить, чтобы она не смотрелась такой просто вырезанной деталью. Также мы возьмем желтый цвет и вот тут им окрасим. Желтеньким. Затем мы сделаем нектарники из мастики белого цвета. Берем очень маленький кусочек. Так, берем клей. Смазываем вот тут по центру. Напоминаю, что клея совсем чуть-чуть. Укладываем нашу фасолинку и при помощи колесика прорезаем. Есть. Еще я очень люблю окрашивать орхидею фаленопсис такими точечками. Мы можем воспользоваться тем же красителем баклажан. Он очень хорошо разводится водой. То есть водорастворимый. Или возьмем любой гелевый краситель и ставим вот тут такие точечки. Аккуратненькие, не очень яркие. И можно здесь лепестки тоже, точечки поставить у них у основания. Готово. Ну что ж, приступаем к сборке.
Приступаем к сборке орхидеи. Для этого используем тейп-ленту резаную тоненькую. Начинаем чуть ниже нашей колонки. Подтягиваемся в рабочее положение и оставляем так. Колоночку. Лепесточек, чтобы туда прикрутить, очень удобно взять и отогнуть вот тут у основания. Приставляем так, чтобы буква Y смотрела на вот эту фасолинку. Приставили губок к колонке, обернули, подтянули. И нужно зафиксировать. Фиксация — это когда мы тейп-ленту стягиваем где-то на 3-4 сантиметра. Вот такой длины достаточно, чтобы они уже стояли вместе так, как нам нужно. Подправим лепестки. Отогнем оставшиеся наши лепесточки таким же образом. Поначалу это делать страшно, кажется, что вы сейчас все переломаете, и в принципе, если будете ломать поначалу, это нормально. Самое главное делать качественно, по мере практики приходит и скорость, и аккуратность. Вот, так что не переживайте. Все будет, просто нужно заниматься этим, нужно, чтобы руки ваши помнили, как крутить тейп-ленту. Вышли в рабочее положение. Берем 2 боковых лепесточка, вот такие вот лопоухие. Прикладываем вот сюда, к основанию колоночки. Обернули, подтянули. И с противоположной стороны второй. Обернули, подтянули. Фиксируем 2 лепестка. Губа у нас всегда смотрит вниз. Хочу вам сказать по секрету, что орхидеи на самом деле не 5 лепестков, как многие думают, а всего лишь 3. 1, 2, 3. Все остальное это чашелистики. Это то, что когда-то закрывало наш бутон. По этой причине вот эти чашелистики, они идут вторым рядом. То есть нельзя подставить лепесточек вот сюда спереди. Вот этот не лепесточек, а чашелистик. Он должен быть всегда сзади. Если вам мешают вот эти лопухи, направьте их вот сюда. Делайте это не за счет мастики, а за счет проволочки. Так, начинаем снизу. Выходим в рабочее положение. Голова, то есть вот этот лепесточек один, он идет сверху, строго сверху губы, обернули, подтянули. Следите за тем, чтобы проволочка вот тут не вылазила у основания, чтобы вы очень аккуратно прикручивали. Вот у этих лепестков есть выемка вот в этом месте. Этой выемкой лепесточек подходит под лопушок. Сбоку подставили, обернули, подтянули. Чашелистики мы прикручиваем в один прием. Обернули, подтянули и фиксируем их. Когда я полностью собираю цветок, стараюсь здесь закручивать всю проволоку, тейпировать ее, чтобы было аккуратно. Для тех, кто первый раз смотрит меня, хочу сказать, что в торт вставлять нельзя. Тейп-лента, она не предназначена для контакта с пищей. О том, как это все будем устанавливать в торт в следующих моих видео. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Губа немножко съехала вправо, ее нужно направить ровненько. Раскроем орхидею. Очень хочется немножечко изогнуть лепесточки. Благодаря тому, что они у нас еще влажненькие, мы можем это сделать. Придадим лепесточкам вот такую форму. Наша орхидея готова. Я вас благодарю, что смотрели мои видео. Подписывайтесь на мой канал, буду очень рада. До скорых встреч в новых видео. Пока!